introduce me. I am Willy Wijnands. I'm a science teacher in a school in the Netherlands, the only school I worked because I love my work and the school. I'm the founder of edscrum, the way of working, or project way of working. And we started a new school 2 years ago in our old school. So we do a lot of coaching. Coaching is, for us, the most important thing to teach students. Okay, I will be thankful for shorter breaks, okay? Shorter parts of information. Итак, я вам представлю Willy Wijnands, автор методологии edscrum и педагог, который преподает на протяжении 40 лет в одной и той же школе, потому что ему нравится делать то, что он делает, и то, как он это делает. И несколько лет назад они открыли как бы новую школу в рамках старой школы, где как раз и происходит тот волшебный процесс, который мы здесь называем коучингом, да, который является ключевым для того, чтобы организовывать деятельность ребят. Will you tell me when I should start the presentation, okay? You can start the presentation, yes. Right away, okay. Yeah. Just a second, give me 1 second. Okay, there it is. There is, I don't see it, but it's, yeah, I see it. So you introduce myself, and you can go to the next slide. Yes. Yeah, and the next slide you say, who am I? I introduce already myself, what I am doing, I already introduced. What is edscrum? Edscrum is a active way of working. Я уже представила себя. Если отвечать коротко на вопрос, что такое edscrum, edscrum — это такой активный способ взаимодействия. Yeah, so the edscrum is a way of working where teams work together in fixed groups based on additional qualities. Такая форма работы, где ученики работают в группах, зафиксированных, скажем, да, в укомплектованных группах. And I am not a teacher, old school teacher anymore, because I am a coach and a facilitator to give advice to my teams. И когда ученики собраны в команды и работают над своим проектом, я уже не являюсь учителем в классическом понимании этого слова, когда я стою у доски и учу. Я выступаю больше в роли фасилитатора процессов, да, и коуча, как для команды, так и индивидуально для тех, кому это необходимо. So, and I have still to determine why I have to learn something and the what. Teams determine the how. И также как в классической педагогике, да, я даю им задания, да, но это происходит по-другому. Я помогаю студентам определить, ради чего они делают то, что они делают, ради чего они учат то, что я хочу, чтобы они выучили, и что, собственно, они должны освоить. А сами ученики определяют способы, то, как именно они будут достигать этих результатов. So the most important thing of education is personal development, and they learn about their own creativity, their own work, learning to work together, collaboration. They learn how to communicate within the group and within the teams. And they also will be educated about critical thinking. И с моей точки зрения, самыми важными аспектами современного обучения являются именно личностное развитие каждого. И в edscrum это достигается за счет того, что дети обучаются коммуникации, да, базовым, продвинутым навыкам коммуникации, организации взаимодействия в группе. Они учатся сотрудничать, они учатся творчески подходить к решению задач, и они учатся критически осмысливать, да, те задачи, которые перед ними стоят, и способы их решения. So edscrum is a tool, but it is more a behavior. The students must have or can get an agile mindset, and the problem is that a lot of teachers don't have an agile mindset. Now, but you have to learn it. То, таким образом, edscrum — это просто один из инструментов, который помогает разными способами, в него встроенными, развивать детям то, что мы называем гибким мышлением.
Но одна из самых больших сложностей заключается в том, чтобы помогать детям развивать гибкое мышление. Педагогам нужно самим обладать гибким мышлением, а это то, чему необходимо учиться большинству. So when you go to the next slide. Yeah, next, yes. Then you see, normally, you start on the left side, and the students' minds and the teams dive in a submarine. And at the end, they come up and you don't see what's happened. So with Scrum, with edscrum, you work in short cycles. Thus, after a short period, you come up and show what you have done. So see what you have did in that time. Как обычно происходит в учебном процессе, будь то проект или не проект, если мы вспоминаем классическую школу, то чаще всего с началом изучения новой темы нас в нее погружают, мы в ней какое-то время плаваем, в данном случае как будто подводная лодка. Мы заныриваем на глубину, в конце мы выныриваем на контрольную. И что происходит с человеком в процессе изучения этого материала, обычно учитель не знает, и сам человек это редко знает, да, этот самый ученик. edscrum построен по другому принципу, по принципу вот этого дельфина, который здесь выпрыгивает из воды. Мы всплываем на поверхность достаточно часто, чтобы мочь контролировать процесс, изменять его при необходимости, да, и, в общем, сверяться, кто насколько, куда продвинулся, что усвоил, если мы говорим даже о содержательной части обучения. Okay, next. So now you see a list of different qualities of different students. So when you make a team, you make a team with all complement qualities and skills within the team. So the teams will be formed based on qualities. На этом слайде, тут уже переведенный русскоязычный вариант одного из способов выбора команды. А что в edscrum? Мы сейчас будем вот так точечно говорить о важных элементах edscrum. Что в edscrum является важным при формировании команды, как основной единицы методологии, работы методологии? Это формирование команды по принципу комплементарности, когда мы подбираем учеников так, чтобы они были сильной командой, и разные навыки в разной степени проявлялись, да, чтобы был человек, который считает себя лидером, да, кто-то аккуратный, кто-то независимый, кто-то слушающий, кто-то полезный, кто-то настойчивый, так, чтобы команда была максимально разнообразной. So when they form teams, it is very important to come to the next slide to explain why the most important thing to build a team, and that is necessary to explain why it is important to work together. So the first stone of working together is trust. И когда они формируют команды, важно и понимать, по каким принципам организуется командное взаимодействие. И учителю в первую очередь, и им тоже. Если мы посмотрим на эту вот пирамидальную фигуру, мы увидим, что базой для работы в команде, результативной работы в команде является доверие. So when the trust is good in your team, the communication is the next very difficult way of working together. Communicate is difficult for the grown-ups, but also for the children. И когда есть доверие, или хотя бы мы работаем над его созданием, оно есть не всегда, не сразу, то становится возможным коммуникация. И пока нету стабильного доверия, да, стабильности и качестве коммуникации тоже можно говорить с натяжкой, и взрослым-то тяжело взаимодействовать друг с другом эффективно, а детям этому предстоит учиться. So when the two first blocks, the green and the blue one, work together, then organically, there happens that you have commitment to that team. И когда первые два блока доверие и коммуникация на месте, когда мы научились их строить, тогда вступает в силу третий, этот красненький блок, то, что на русский язык переводится разными терминами, вот что-то между ответственностью и приверженностью. Next to that, when the three blocks work together, the green, the blue, the red one, then automatically happens that they are accountable to each other. Когда в команде есть доверие, когда они научились взаимодействовать,
или учатся, имеют желание научиться, когда в команде выстраивается отношение приверженности задачи друг другу и ответственность за свои результаты, тогда мы можем начинать говорить о саморегулировании, о том, чтобы члены команды сами, да, без учителя, регулировали свою работу. So, and the result is on the top, and the result is good when all the 4 blocks are working. И результат у нас будет на самом верху пирамиды, и он только тогда будет хорошим, когда все предыдущие 4 компонента работали. When you go to the next slide, I will explain how you can coach your students. И дальше мы посмотрим на следующем слайде то, где мы в этой системе можем прилагать коучинг. So, as a teacher, you have to determine the content, and that is within the square. Как педагоги мы обязаны следить за тем, чтобы дети усваивали некое содержание предметное. И в данном случае это наша рамка, в которой мы находимся, и эта рамка обозначена здесь квадратом, то есть мы действуем в этой рамке всегда. So, when you see the triangle, the red triangle, that's the focus. Sometimes you, as a teacher, have the focus on the content. Sometimes you have to focus on the team, and sometimes you have to focus on the personality of the student. Треугольник в данном случае — это фокус внимания, да, как стрелки на часах. Иногда мы фокусируемся на содержании обучения, иногда мы фокусируемся на команде и том, как там организовано доверие, взаимодействие и прочие вот эти штуки из пирамиды. И есть в этом место тому, чтобы фокусироваться на личности каждого ученика, либо тем, кому это особенно необходимо в данном случае. So the blue one is a circle. The circle determines you as a teacher, or maybe the team determines what they need. Maybe they need more content. Maybe one of the persons need more focus. So as a teacher, you turn the wheel left around or right around what is necessary. А круг на данной схеме — это как бы движущий механизм, который позволяет нам быть мобильными и гибкими. Да? Он может вертеться туда-сюда, и наблюдающий учитель может решать, где сейчас нужно его внимание в большей степени: на содержании, на командной работе или какому-то конкретному ученику. А также команда может решать, где нужен фокус сейчас. Например, запросить какую-то теоретическую информацию от педагога, если не могут разобраться сами, запросить его помощи в организации командной работы, запросить их помощи, если им нужно что-то, какая-то помощь, лично какому-то ученику. So you see 3 dark dots. Вы видите 3 темных точки, таких жирных кружочка. And you see that 1 dot of personality is out of the square. Если обратить внимание, то нижняя левая точка, она выходит за рамки квадрата. And that means that sometimes a student or a person do more than he achieves more than he thinks he know in the first place. So he is thinking out of the box. И что значит это? Это означает визуально, что иногда кто-то, какой-то ученик, или если мы развернем команда, они делают больше, чем они думали могут сделать, или являются большим, чем они думали они являются, да, в процессе этой работы. И, соответственно, если мы переворачиваем на содержание предмета, то они познают материала больше, чем теоретически нужно было задание от учителя. Они как бы из этой рамки, за эти рамки. Sometimes you turn on the wheel and the out of the box dot is coming to the content or even to the team. So the teams, the content and the personality will all go out of the box. So they grow a lot. Еще раз скажу о том, что, да, смотря то, куда поворачивается этот фокус на кружочке, да, за рамки, заданные нами, нашим Министерством образования, может входить и командная работа, качественно превышая минимальные требования, и даже максимальные. За рамки может выходить содержание, превышая требования наших стандартов. Okay, you go to the next slide. You see the next slide, then the left is about what the thoughts of the students or the persons are.
Слева видите большую-большую такую кучу цветных листочков. Она призвана отобразить некий хаос мыслей по какому-то предмету, которые есть у учителя, и тем более, которые есть у наших учеников. Да, много-много неструктурированной информации, обрывков информации. Yeah, you structured the information indeed, Natasha, what you say. And then this tool I called Download Your Brain. Я называю этот инструмент «Выгрузи мозги». Okay, next you go to the right, then you see an iceberg, and you start with the first things first, just the green and the red one on the top. That is where you start with to work on. And the other work below the dot point is the workload. И следующая картинка с правой стороны слайда, она отображает способ систематизации вот этой вот обрывочной несистемности, когда мы можем приоритизировать, с чего нам важно начать, без чего наша работа не начнется. Это самая вершина айсберга, где человечек там ходит. А дальше мы располагаем задачи, которые нам кажутся важными, да, то, что под водой, да, это весь такой вот объем того, что нам нужно изучить, если мы говорим об учебном проекте, да, то, что нам предстоит сделать, может быть, еще не сортированное. Таким образом, постепенно мы начинаем выносить на поверхность то, с чем мы работаем. You go to the next slide. Yeah, then you see on the left side and the right side. Normally the poster is coming together, but for to explain it is easier. Здесь представлена на следующем слайде традиционная доска edscrum, которая ведет работу над проектом. Обычно это один, да, кусок размера примерно с ватман, но для того, чтобы было проще объяснять, мы разделили на две части, левую и правую. So on the left side you see stories, a red, green, blue, blue, and that is the story is about the one of the topics they have to determine, and they ask them questions as Anastasia, I want blah 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 blah. So that what do you want to reach? That is very important, 3 words. As, want, so that. Самая левая колонка, которая подписана здесь, истории, stories, мы их по-русски так называем, истории, или такие крупные части проекта, это очень-очень важная часть работы в edscrum, как любая другая, все они очень важные. И мы начинаем разбиение большого такого поискового проекта, который формулирует педагог, исходя из того, что ученики должны освоить, на большие блоки задач. Но для того, чтобы это сделать, в первую очередь, каждый из учеников расписывает, что такое этот проект для него, что в нем важного, что для ученика важно решить в рамках работы над этим проектом. Формулировки «я» как Анастасия в данном случае «хочу» сделать то-то, то-то для того, чтобы что-то, что-то, что-то получить. You tell them a lot. I don't understand, but okay, I go to the next. The celebration criteria. Celebration criteria is the criteria you have to ask for the students for every story. Every story has its own criteria, and yet you can tell them. Okay, thank you. Вилли говорит, я больше говорю, чем он. На самом деле, да, пытаюсь донести основную мысль коротко. Следующая колоночка, которая также важна в системе edscrum, это критерии празднования или критерии успеха. Собственно, те критерии, по которым ученики могут понять, они достигли успеха в реализации этого проекта или нет. И что им нужно сделать для того, чтобы успеха достичь. So on the bottom you see DOD and DOF. DOF means definition of fun. That's agreements what students, teams have to make their work enjoyable. On the left side you see DOD, definition of doing. That means that what kind of agreements so have to agree with each other to approach their way of working. When they are finished, the work must be meet the celebration criteria of that story. Внизу на левой же части презентации еще два блока с английскими, да, латинскими буквами через точку. И DOF означает в русском, как мы это переводим, условия, критерии
Как нам нравится работать, вот как мы это перевели на русском. То есть это некие общие правила, которые команда формирует для себя, для того, чтобы сделать процесс работы над проектом радостным, чтобы им было здорово работать над ним. И DOD — это некие критерии и правила, которые они вырабатывают в процессе работы над проектом, для того, чтобы сделать их работу эффективной. Как нам необходимо взаимодействовать, чтобы выполнить эти самые условия успешной реализации проекта. Да, что такое мы должны делать, как мы должны друг с другом общаться, что мы должны делать, чего мы не должны делать, для того, чтобы мы эффективно работали над проектом. So when you go to the left side is the agreement part, the right side is the process part. And you see to do, busy, done. And you see also sticky notes there. And that is all the tasks they have to do to meet the deliberate criteria of that story. And when the story is put to done, every team member has to understand what the task is. Если левая часть, да, edscrum доски, это часть, посвященная договоренностям разного рода, о чем мы договариваемся, чтобы работать, то правая часть — это такая процессная часть, где, собственно, происходит основная работа. Там вы видите 3 колонки с цветными квадратиками, которые представляют из себя стикеры. Мы много работаем со стикером в edscrum. И колоночки, что нужно сделать, что находится в работе и что сделано. So when you see on the left side on the bottom, run-up chart means that there you can follow the process. As they are on track, then the line is according the red line. When they work behind, they are below the line, and when they work faster, they are up the line. And how is this the chart is run-up chart is developed and made because every task gives you a value of numbers, a mark of numbers. It can be 2, 5, or 10. Then you count all together and divide it by then you would divide it through the lessons you have. В нижнем правом углу правой части доски там вы видите график. В данном случае он такой вот некий идеальный график, но в процессе работы по методологии edscrum ученики также чертят график. И если они чертят идеальный график того, как они должны продвигаться в проекте, чтобы закончить к сроку. Потому что каждой задаче, которую у них будет в колоночке надо сделать, присвоена определенным образом, определенной техникой некий вес. Да, и исходя из веса всех задач и времени по проекту, насколько он разбит, уроков, дней, месяцев, недель, они выстраивают график. И педагог может следить по тому, как дети рисуют реальный график, насколько они находятся в нужном ритме, темпе, насколько они справляются, не слишком ли медленно они движутся, не слишком ли быстро они движутся, и в соответствии с этим производить такие корректировки внутри каждой команды, в зависимости от того, что график им показывает. So on the right bottom, you see impediments. That means when there are some impediments. For instance, a team member is ill, or there is some work not done because of problems from the outside. Then you put the information on the impediments block. Еще один блок, то, что внизу, в правой части мы его называем сложности или препятствия. Это те моменты, которые дети сами не в состоянии решить или затрудняются разрешить без помощи педагога. Это тоже такой сигнал, где требуется его помощи, включения. Например, кто-то заболел, его часть работы очень важная, никто не успел ее сделать, они могут продвигаться дальше. Вот какие-то такие вещи, которые требуют дополнительной поддержки, если вдруг команда еще пока новенькая, не очень экспертная, не справляется сама. Okay, when you go to the next slide, you see the process. На следующем слайде, собственно, процесс, в котором происходит вот эта работа вся. And the left bottom, the blue one, is the ID. Left, right is the product owner, the teacher who gives the assignment to the teams. You see the teams are 3 persons together. And the circle below with the dot, with the person with the 4 hands up, is the team captain. В левой части
иконками изображены ключевые игроки в игре edscrum. Вот в этом голубом окошечке это человек, генерирующий идею, да, причем идея может быть и учениковая идея, и учительская идея, да, некий банк идей. Здесь педагог передает команде задачу, проект. Здесь команда этот проект получает. То есть есть генератор идей, есть педагог, есть команда, и есть вот такой вот четырехрукий командный лидер. Yeah. So when you see the circles on the bottom, on the top, there are the little sprints, the review moments when they show what they have done after 3 or 4 lessons. So every time the flag is a little higher. So every time they have achieved more and a better product. Вот эта вот спиральная картинка, которую мы видим сверху, да, она обозначает короткие такие забеги, спринты, вот отражает ту же логику, в которой дельфин всплывал, да, а не подводная лодка погружалась. Когда у нас есть моменты обзора того, что происходит внутри команды, что происходит с их проектом, и после каждого короткого цикла результат, как вы видите, немножечко выше, немножечко выше, немножечко выше. Есть возможность свериться и изменить работу, да, при каждой таком всплыве и сориентироваться, туда ли мы идем. So you see the red, the yellow, the blue, and the green one. The red one block is about the planning they have to make for the sticky notes. Then the yellow block is about the starting point when they go, they're calling stand up. When they start the lesson, they take the flap, they hang them on the wall, they check what the team members have done, and then they work the run-up charts. They add the line to the run-up charts. Next to that, after every 3 or 4 lessons, they do a review. They show what they have done so far. And at the end, they do a retrospective. The retrospective is about the content and the personal development and the team development. For me, the most important thing there is. И вот в этом неравнобедренном неправильном четырехугольнике показана логика одного спринта, одного забега. Да, красненький, желтенький, голубой, зелененький. На первом этапе они планируют. Есть этап так называемой летучки, когда в начале каждого урока команда собирается и делится тем, что она сделала, что она планирует делать в следующий блок. Следующая часть – это обязательный обзор с элементами ретроспективы или рефлексии разных ретроспективных игр. Каждые 3-4 урока проводится для того, чтобы как раз определять, вот это там, где флажки, определять, где мы сейчас, куда нам дальше идти. И в финале всего этого мероприятия большая ретроспектива, которая позволяет оценить не в критериях хорошо и плохо, да, а поразмышлять о том, как работала команда, как достигался результат с точки зрения учебной задачи и что с этого получил каждый отдельный ученик. И это является едва ли не самой важной частью вообще всей этой проектной работы. So when you go to the next slide, so with this way of working, like edscrum, project way of working, you have time to coach the teams. You can even teach 60 students at the same time, but you're not really teaching anymore, you are coaching the teams. And within the teams, so work together. And when you coach the teams, you can also coach one person out of the team when she or he needs more coaching. Я задавала Вилли вопросы относительно того, где место коучинга в edscrum, и один из вопросов был, в чем разница между работой методики edscrum с применением коучинга подхода и без него. Так оказалось, что, в общем-то, без него оно и не бывает, потому что роль учителя очень такая коучинговая в этом всем процессе, коучинговой в том числе. И когда команды работают вместе, да, учитель не берет всю инициативу на себя, его все время не занято тем, чтобы давать материал, у него остается время и ресурсы за тем, чтобы наблюдать за работой и оказывать коучинговую поддержку как командам целиком, работая с ними, так и отдельным ученикам, если у них есть в этом потребность. So, personal development is for me
my personal goal number one. I think when the students know who they are, what they are capability of, then they know what they have to learn. So that then on the second place, the content is secondary, and they will be also fine because they know who they are and they have enjoyed themselves. So they become more self-trust. И для меня, говорит Вилли, вот эта часть о саморазвитии, о самопознании, возможности подумать и отвечать на вопросы, кто я такой, на что я способен, это первостепенная задача современного обучения, а вот уж содержательная часть, она как бы второстепенная и является таким фоном и материалом для того, чтобы исследовать себя и развиваться. И если они видят, что они растут, если они понимают, что они становятся сильнее, им становится и учиться интереснее, и развиваться дальше через этот процесс. So when you go to the next slide, you see an example. Oh, in Russia, perfect. So you see an example about a simple example about the retrospective. You see when they have done their work, they do it first on individual base. So what went well? This next question is, what could you do better? The next is, where do you have to stop with? Then you do the same. You go and talking with the team, and you talk with the team, and then you're going as a team. What went well? What can we do better as a team? Next, where do we want to stop with as a team? After this kind of action, then they will take action about this, and at the end they go into the personal things, and you ask what kind of qualities you have bring into your team, and what qualities do you learn within your team. And the last one, how many self-trust do you have reach, or how many trust do you have in your teammates? Я здесь перевела, конечно, не все вопросы, потому что опросник был мелкий на датском, но постаралась дать общее видение. Сейчас переведу еще раз то, что Вилли сказал. В данном случае это один из вариантов проведения короткой ретроспективы, и она соответствует всем коучинговым канонам, о том, о чем сегодня весь день говорили, начиная с Анны Лебедевой с самого утра. Да, это коучинговая обратная связь себе в первую очередь, себе, команде. И в применении к себе. Да, что, как мне кажется, прошло успешно, да, в этом спринте или в этом проекте. Что можно улучшить мне, для меня, обо мне, да, когда я работаю над проектами. И там третий вопрос, что я должен перестать делать, работая над проектом, чтобы я чувствовала себя лучше, работа шла эффективнее. И какие действия я готов для этого предпринять. Те же 4, в данном случае, не 3, 4 вопроса задаются относительно команды, да, как команда сработала, что было успешно, что можно улучшить в работе, взаимодействия в команде, что нужно перестать делать, чтобы команда работала лучше, да, и что команда готова для этого делать, да, как единое целое, да, сочетание индивидуумов. Те же самые вопросы относятся к содержанию, да, что мы выучили успешно, что можно сделать лучше в следующий раз, да, и что мы готовы для этого делать. И еще один блок вопросов в этой ретроспективе относится к тому, к личностным качествам. Что я принес как личность в работу этой команды, да, что усилило команду, как я усилила команду, будучи мной, чему я научился, работая в этой команде над проектом, что у меня после этого проекта с доверием себе, что у меня с доверием команде произошло, как это изменилось и что я с этим готов сделать. Вот такие вопросы задаются в ретроспективе. Okay, now that is the way of working with edscrum. You can coach them on this way, but the most important thing to coach students is the next tool, and we call them rubrics. Next. Да, то есть коучинг может быть представлен в edscrum через ретроспективу, через непосредственное взаимодействие в процессе работы над проектом, когда учитель подходит так точечно к людям и команде, но самый такой ключевой коучинговый инструмент в edscrum это то, что называется рубрики. Здесь нет русского перевода, потому что это датский. Я думаю, эти материалы адаптируем для тех, кто у нас на тренинге по edscrum проходит обучение. Много всего интересного.
So the rubric is divided in what do you want? That is reflection, planning and organization, working together, presentation, and to investigate. That's the left vertical column. В этих рубриках, да, есть, собственно, блоки, да, о которых предлагается поразмышлять. И блоки разные, начиная с того, что ты хочешь, как вы работаете вместе, как вы планируете, о презентации и прочее. So when you see the next columns, the first column is about beginner level. The next to that is in development level. Next to that is the advanced level. And when you have all working together, when you have all working your learning goals, you can be an expert. И относительно тем, способы работы дальше с этими рубриками тоже будут разные, потому что есть варианты для команды, которые только начинают работать вместе. Есть варианты навыков в развитии, есть варианты работы для тех, кто уже продвинутый командный игрок и участник проектов. Есть варианты для экспертных команд. So, this is one way of looking to the students. Not every student can be on the same level. So, one student can be on the reflection work on beginner level, and can be, for instance, on planning and organization on expert level, the same student. He works together very, very good, but not yet good enough, so he is advanced. And so you can determine together with the students, what's your level of, where are you standing? What do you need? And then you can coach them very good in this way. И это один из способов, вот такой способ презентации, один из способов индивидуализации этой командной работы, когда один и тот же человек может с точки зрения рефлексии, да, быть новичком, да, он еще не обладает глубоко таким навыком, встроенным в себя. При этом он очень хорош в планировании, быть продвинутым планировщиком, он учится работать в команде, и, вот, соответственно, его командные навыки будут вот где-то в развитии. И таким образом, как бы давая возможность ученикам определить себя, где они, в каком навыке, да, на каком уровне развитости навыка, мы получаем дополнительные возможности понимания того, где им нужна коучинговая поддержка, какого свойства. So this rubric is very superficial, but when you zoom in to the investigate, the left on the bottom, left side on the bottom, you go to the next slide. And when you see the next slide, there is first the questions about where are you curious of. So when you make them curious about things, what they do, what they want to learn, that's the first question. And sometimes they can do it by themselves, then they are an expert. And sometimes you have to give them coaching tips to come to a good question. The next to that, then you have to formulate it as a story. As Willy, I want to teach something or to learn something about project way of working, so that I can work together with the students around me, for instance. And then you can divide, how can they divide the mountain, the boulders and the sand into little pieces, and so on. И мы сейчас раскрыли одну из вот этих больших тем, например, да, исследования, навык проведения исследований, да, и для того, чтобы работать с ним, да, как минимум задается вопрос, да, что бы ты хотел изучить. И этот вопрос может быть для продвинутых учеников понятным и очевидным, я бы хотел это, но всегда будут люди, которые не могут ответить на этот вопрос, и тогда им будет необходима коучинговая поддержка, чтобы помочь им дойти до понимания, что же они на самом деле хотят и что им интересно. И с тем, чтобы это понимание потом можно было сформулировать в классическую историю edscrum, я как Willy хотел бы вот этого для того, чтобы. А это для того, чтобы мы понимаем, задавая коучинговые вопросы о важности, да, о том, ради чего вообще все это происходит. Сегодня коллеги много об этом говорили.
И тогда мы, когда помогли сложить понимание того, что я хочу, мы дальше можем, опять же, через коучинговые вопросы и взаимодействие помогать им, если это очень большая такая гора того, что нужно научиться делать, или того, что нужно выучить, мы помогаем разбить на более мелкие куски, камни, то, что называется, раздробить потом эти камни в песочек и с этими задачами уже мелкими помочь человеку работать. Да? То, например, как шкала работает, или то же самое колесо, о котором мы сегодня говорили, да, нам помогает из крупных кусков выделять части и дробить их. So when you go into the next slide, so when you see the next slide, what kind of skills you need to become a teacher? I think not only a edscrum teacher, but all teachers must have trust in their children. You must have trust. When you don't have trust in your children, don't become a teacher. Еще один вопрос, который я задавала Вилли, это какими навыками важно обладать учителю полезно, который работает по edscrum. На что Вилли говорит, что это не какие-то специальные навыки edscrumного учителя, это просто хорошие педагогические качества и навыки. Во-первых, мы должны доверять. Помните про пирамиду рассказа, там доверие было в основе. Здесь то же самое, доверие в основе. Мы должны доверять нашим. Если мы им не доверяем, тому, что они способны многое делать сами, или говорят, не ходите в учителя. So, next to that, you must be a good listener. You have to listen to the students, and not only with your ears, but only with the body language of the students. И еще один важный навык для педагога, работающего в edscrum, это способность слушать и слышать. Да, это одна из коучинговых классических компетенций. Не только ушами слышать, да, но следить не только за тем, что говорят, но и о том, как говорят, за языком тела, за языком жестов. Следить и брать это в работу как информацию. Then you will see that the students are very creative, and the students can do a lot more of what most teachers think they can. And you give them freedom. You must give them freedom within space, within a kind of borders. Just freedom within borders. И когда вы будете наблюдательны, будете слушать, тогда вы получите возможность увидеть, что ученики могут достичь гораздо большего, да, с вашей верой в них, и когда вы им даете свободу, но только честно, да, свободу с доверием, а не на поводке. Но свобода в рамках, да, если мы помним про вот эти кружочек, квадрат и треугольник, там была рамка образовательная, была рамка стандартов, была рамка учебных задач, но в этой рамке можно дать достаточно много свободы, чтобы позволить им творчество, которое вас же удивит. So freedom within borders, that is freedom in the beginning when you don't have structure, that's becoming chaos. And therefore, at that moment, the edscrum with the flap is coming in, because edscrum is a very simple tool, and then that gives you a structure. So from chaotic way of working, you put them in a structure of edscrum, the yellow flap you saw. И если мы говорим о свободе, даже в рамках, то часто свобода обращается в хаос, когда никто не знает, что делать, что можно, что нельзя, а если можно все, то как с этим быть. И тут приходит на помощь, собственно, рамка edscrum, вот та желтая доска, о которой мы говорили, мы даем некие ориентиры того, как организуется работа, даем им структуру, да, и при этом даже в рамках этой структуры оставляем достаточно много свободы для самопоявления. And the next to that, when you want to coach the students, you have to ask them the questions, not give them a solution. Ask good questions, good coaching questions, and you can ask them questions by listening well. What I say already, with your ears, but always all with your eyes. What you see of the body language, because body language is 90% of communication. И если мы говорим о навыках, да, о структуре, да, даже когда мы им хотим дать что-то, да, всегда лучше дать вопрос, помочь им самостоятельно найти ответ. И опять же, задавая вопрос, очень внимательно слушать, да, чтобы спрашивать их действительно о них, о их интересах. И слушая ответ,
слушать не только ушами, да, но и видеть глазами, потому что язык тела, да, составляет большую часть передаваемой информации. And the next, maybe the most important is be kind to your students. И, может быть, самый важный, очень такой общечеловеческий навык — это быть добрым. Но даже не навык, свойство быть добрым, да, быть расположенным к своим ученикам. So when you go to the next slide, I think that a lot of questions already mentioned in the slide here before. And when I make it together, you give them freedom. You give freedom within space. You can use the edscrum structure to keep them within the borders and give them a lot of freedom, because the way of working when they work together with edscrum, the how is from the teams, the why and the what is from the students. But even when you can give them the why they have to do something or why they want to learn something, they can also determine by themselves the what. So then the why, the how, and the what is from the student teams. And then you will see an awesome way of working of the teams and the students. В ответе на этот вопрос достаточно много уже было освещено. Да, получается, что нет каких-то отдельных частей, где коучинг применим, а где он не применим. Да? В общей системе он очень гармонично в общую систему вписывается. И когда мы говорим, да, о свободе, да, это про коучинг, свободе в рамках, да, проектной деятельности, в рамках эдскрама, и свободы остается достаточно много, даже на начальном этапе, когда еще слабо развиты навыки командной работы, коммуникации и прочего, всегда то, как работать, определяет команда. Всегда, с самого начала. То, как они будут взаимодействовать, как они будут организовывать деятельность, это их зона ответственности. И когда команда становится все более и более экспертной, да, когда из хаоса она все больше знакомится с структурой, принимает ее, учится в ней работать, и тогда даже ответы на вопросы, а ради чего мы это делаем, уже может дать себе сама команда, а не только педагог. И ответы на вопросы, а что нам нужно выучить для того, чтобы этого добиться, может уже найти сама команда. И тогда и ради чего, и что, и каким образом становится полностью ответственностью учеников, а не учителя. So when you go to the next slide, you see another retrospective. Retrospective, you can Google a lot retrospective online. And that is also a nice retrospective. I do it with my students, but I do it always also when I have a workshop or a presentation or whatever. Then I ask them the first question, what do you like? The next is, where do you surprise of? Next to that is, what do you want to what kind of insight is give it to you, this way of working? And the last one, what do you take with you and go to apply in your own lessons? Можно в сети найти огромное количество вариантов ретроспектив, больших и маленьких разных, но вот это один из опросников, да, мы это с вами, наверное, сделаем сейчас. Да, ответим на 4 вопроса. Что вам понравилось в том, что сейчас рассказывала Вилли? Что вас удивило в том, что он рассказывал? Что вам это дало? И что вы теперь умеете, знаете, и где вы можете это использовать? Вот эти 4 вопроса, что понравилось, что удивило, что дало, что знаю, где я хочу это использовать, можно в чате на них поотвечать. А я выйду из презентации с тем, чтобы увидеть вопросы чата. What's happening? I just closed the presentation. Oh yeah. To look at the chat box. I voiced out the questions and closed the presentation. Otherwise, I cannot see the chat box. Yeah. I'll just have a look at the chat. We have several questions. Yeah. Ask me. Можно ли адаптировать edscrum, к примеру, использовать Scrum в ходе реализации японского подхода Lesson Studies? Lesson Studies отличается от планирования уроков, учиться на совместном проведении уроков. Сила загруженности, учителей, возможность вместе работы, планирование через года. Okay. Willy, do you know about Japanese system of lesson study?
Lesson study? Lesson study. Because the question is if it is possible to adapt edscrum and merge it in somehow with lesson study, because with lesson study, the students and the teachers plan the lessons together, and they plan and they lead the lessons together. One of our listeners says that because of our teachers are have a lot of work, it could be nice to put those two systems together so that they can work, or if it's possible or not. Yeah, yes, it works. When I understand you right, when you give the assignment to the project teams, they work for themselves, and then the teacher can work also by themselves. You only speak for 10 minutes, and I show you my room where I teach 60 students. You see, there's a big room for 60 students. I can teach at the same time, and when they are working, I can go out and drinking my coffee, for instance, or do other work. Ну, Вилли говорит, да, соединить можно, да, хотя бы потому, что методика edscrum — это методика agile, то есть гибкая, она вообще ко всему на свете адаптируемая. Я не уверена, что я достаточно четко перевела суть lesson study, вот, но Вилли показал сейчас свою комнату, где он одновременно обучает 60 учеников, 60, не 30, и столы, обратили внимание, сгруппированы, да, так как островки, чтобы они сидели, работали в командах, и в этом моменте учитель получает возможность, ну, Вилли в данном случае, пойти попить кофе, если надо, ну так уж, да, в крайней степени, да, и вовлекается в процесс, когда он нужен там. Поэтому к вопросу о загруженности учителя edscrum дают такую возможность. Вполне возможно при соединении с каким-то еще подходом, да, гибкость еще повысится. So they become self-organizing teams. So when they are worked for 3 or 4 years together, they don't need a teacher anymore. И в процессе ученики становятся самоорганизующимися командами, и когда они 2-3 года работают в этой структуре, они уже не нуждаются в учителе. Ну, конечно, сначала нагрузка большая, а потом она снижается, если грамотно построена работа. Okay, let me have a look once again. So the people say that they like the structure of edscrum, and they were surprised that there can be coaching questions along the whole way of teamwork. Yeah, you can do the coaching question when you are teaching. So you have a lot of time to teach, because I work here in this room where I'm sitting now. I can teach 14 teams of 4-5 students together. So you have a lot of time to coach. У Вилли уже очень много времени для коучинга, процесс отработан хорошо, нам еще с вами идти. Вот, но в этой комнате, которую он показывал, да, 14 команд по 4-5 человек, и да, у него остается время для коучинга в любом месте этого процесса. Okay, just a second, one more question. Okay, somebody, I don't know who, somebody is writing, I work as a team coach, and I like the way you organize the interaction inside the team, and this idea of freedom within borders is very, very cool, very nice. Thank you. Thanks. So it was a feedback for you. Yeah, thank you. There's some more. They like the system and the very logical and clean presentation, and it was surprised by the very clear algorithms and the teacher's role and the actions. So the actions that they are ready to take to start studying and trying what is edscrum. Yeah. And they are interested, where can they learn about it? They can go to you. Я сейчас перевожу то, что в чате для Вилли. They can invite me. Если вы хотите узнать об этом поподробнее, спрашивайте нас. Or they can come to Tatarstan, to Kazan. I going to Kazan. Да, в Казани можно к Вилли приехать. Он пригласил один из edscrum сертифицированных тренеров в Казань на мероприятие. А в Москве будет 15-16 декабря открытый тренинг для всех желающих за очень скромную сумму для agile тренинга по edscrum, который мы ведем с коллегами. Презентации мы будем выгружать на сайт коучинг образований
там на последнем слайде будет ссылка. Я сейчас уже не буду презентацию возвращать, но все равно будет ссылка неактивная. Вот, мы можем дать ссылку в конце презентации, сегодня мы их выложим, там можно будет с этим познакомиться. Наталья Гульчевская, идейный вдохновитель проекта Agile in Education, Agile в образовании, да, идейный вдохновитель этого проекта и того. Поэтому через Наталью Гульчевскую можно найти ответы на все вопросы, которые интересуют современных учителей. Okay, one more piece of feedback. So again, I got the feeling that I'm sure that I want to practice at a Scrum and I would like to continue working in a Scrum style. Yeah, that's very nice to hear, but it's very important to understand really why edscrum, to understand the why about edscrum, because when you don't understand the why, you can't fly and you will crash. And the students are very smart, so takes little steps, step by step, and understand the really philosophy about edscrum, with the principle and the values. Я перевела от Лилии, да, то, что дала уверенность, что хочу применять и буду продолжать проекты в стиле Scrum. У Willy есть по этому поводу комментарий, когда вы работаете со Scrum и с эдскрамом. Они похожи, но не совсем одно и то же. Да? Есть маленькие, но очень важные нюансы. Те, которые привнес, собственно, практикующий педагог, который сейчас перед вами, в традиционный бизнесовый скрам. Нужно понимать, вот это ради чего это все происходит, то самое why, ради чего вы это делаете таким образом, потому что если нет этого четкого видения и понимания своей миссии, места в этом во всем, тогда может не получиться и будет разочарование. Да, как Willy говорит, вы не сможете летать в этом всем, если у вас нет такой поддержки. Вот. А студенты, они очень умные, они все это чувствуют. И если вы не разделяете, не до конца разделяете философию, используете технику и техники, как бы вот не из полного доверия им и себе, тогда может получиться не то, на что мы рассчитываем. Поэтому с этим может быть аккуратнее. Okay, there is one more feedback that I'm going to do one short project on the Fibonacci day, which is the 23rd of November, which is very cool because we use a Fibonacci sequence for edscrum. Very short time. Лилия, да, мы с вами морально, да, особенно в день Фибоначчи, потому что да, Фибоначчи логика используется как раз при оценке веса задач, про которые мы говорили, когда мы график строим. One more feedback from Natalie Zaremba, one of our speakers. Willy, I very, very liked your way of working and your methodology. I was interested to learn how coaching can be integrated into this methodology. I got new, nice information about how can I organize a project, and I would love to use it in my way of working with kids. Yeah, and lots of thanks from all the people. I will also give a compliment to the Russia teachers I encounter in Russia, in Moscow, in the summer, and I also have a lot of compliments to what the students, to what you as teachers doing, and the students are doing and putting on Facebook. That's great. That's awesome. Willy нам желает всем хорошего полета, с хорошим пониманием того, ради чего мы делаем то, что делаем. Он очень вдохновлен тем, сколько людей участвует в конференции и слушает его презентацию в частности, и тем, что вы делаете, тем, что делает команда edscrum в России. Отвечая на вопрос, когда будет в Минске, когда пригласите, тогда и будет. А на вопросы Юлии, каким образом подбираются учащиеся для команды, если специальная диагностика и прочее, мы будем рады ответить только не в рамках этого вебинара, да, за пределами. И про презентации тоже, да, потому что мы сегодня про коучинг, вот, а в edscrum очень много элементов, которые просто как бы, мы не можем покрыть часовым разговором, тем более нам уже пора удаляться. Okay, Willy, thank you very much. I really, really appreciate your input in this, and it's already... We're 1 minute overdue. There is next speaker willing to talk. So good luck. No problem. And, hey. yeah, good luck. Thank you very much. Hey. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Спасибо всем большое. Мы отпускаем Willy. Мария, выходите на связь.